стране такие проходят большие соревнования. На Simple Session мы получаем опыт постройки сложного проекта и навыки, которые можем применять при улучшении наших проектов. Я, может быть, и мог представлять, что я тут приеду просто, может, как зритель сюда, но как строитель я точно не смог бы об этом подумать. Все это происходит за 4 дня. В прошлом году реально за 4 дня все сделали. 3 года назад мы первый раз попали на Simple Session. Ребята рекомендовали себя наши здесь очень хорошо, и на следующий год нас уже пригласили. И мы уже приехали сюда своей основой. Мы приехали вчетвером, 3 ребят, которые приехали, 6 лет собирают скейт-парки в Украине. Это опыт, во-первых, в строительстве и в проектировании скейт-парках интересных, скейт-парков не шаблонных, потому что я считаю, что Simple Session — это пример нешаблонного скейт-парка, каким он должен быть, как он должен выглядеть, чтобы соответствовать фантазиям любого спортсмена, независимо от его умения и стиля катания. Расстояние от конструкции к конструкции, стыковка конструкции. От этого очень много зависит, поэтому тут каждый миллиметр важен. Плюс-минус 5 миллиметров точность. Hi, I'm Vintas and I'm building Simple Session 2020. Я Сергей, я строю Simple Session 2020. My name is Marco and I'm building Simple Session 2020. Я Саша, и я строю Simple Session 2020. My name is Matt Jabot. I'm here to build up Simple Session 20. Я Никита, строю Simple Session 2020. My name is Aaron Bostrom and I'm building Simple Session 2020. My name is Tim McDaniel and I built Simple Session. Я Александр Лябьев, я строю Simple Session 2020. Было спутниковое телевидение, и там был канал Extreme. Вот. Ну, мы конкретно вдохновились видосами. И купили, короче, что-то за 800 гривен BMX, по-моему, JT, с такой огромной звездой. Вообще, ну, этого было достаточно, чтобы начать кататься. И мы, короче, начали все свободное время просто кататься по дворам. Брат, конечно, поддержал капитально в этом плане. Потом с братом посовещались, типа, что ну, нужен скейт-парк. И начали думать о том, как это все организовать. Поняли, что финансов у нас вообще нету ни хрена, чтобы делать какое-то там частное предприятие, типа, это нам нужны были большие деньги, даже на то время. Поняли, что нужно через общественность идти. Найти это решение помогла литература, помог Google реально в помощь. Ну, у Тони Хоука очень много статей о том, как, типа, добиться скейт-парка. И вот я в прошлом году ему говорил: огромное, чувак, тебе спасибо за то, что ты всю эту писанину сделал. Потому что он писал: вам вообще должно быть наплевать, кто вам даст деньги на постройку скейт-парка. Пусть это будет политическая партия, церковь, иеговист, да хоть сам, кто угодно. В прошлом году мы построили за все это время, за 10 лет, более 40 скейт-парков. I mean, when we started, I was 17. The budget of the first Simple Session was like, in today's money, like 700 euros. So, you know, and it's just you know, just do what you do, and it will you know, become big if it needs to be, you know. Sometimes it doesn't even need to be, you know. This event, sometimes it's too big for me. It's crazy already, you know. Sometimes, you know, smaller events can be, you know, have their own quality, you know. But yeah, definitely it's possible to do anywhere. On the back wheel in the manual. He needs to hear your talent. Get loud for courage. Я мечтал попасть на Simple Session, когда было намного меньше, не знаю, лет так 7, 8, 9 назад, не знаю, может быть даже больше. Вот тогда я мечтал попасть на Simple Session, мне было это интересно, я смотрел онлайн-трансляции соревнований. И как-то так случилось, что вот моя работа, строительство скейт-парков, как-то вот даже незаметно для меня подвела меня и команду к участию в строительстве парка для Simple Session. Была создана общественная организация, от которой собирались подписи в поддержку строительства скейт-парка. Это было в 2007 она создана. Все эти годы собирались подписи в поддержку. Их просто было 1000 собрано. Ну, с меня очень сильно смеялись чуваки, которые катаются. Там, я которых встречаю недавно, такие: блин, это ж не тот косичка, типа, который собирал подписи. Я говорю: ну да, типа, это я. Мы собрали, короче, 1000 подписей и ежемесячно задалбывали администрацию городскую, типа, от общественной организации. Они не имеют права отказать, типа, в рассмотрении.
Мы писали обращения не только в исполком, да, мы писали это в политические партии, мы писали эти письма в любую инстанцию, где только можно было бы достать деньги. И реально спустя 2 года мне звонят из компании Мединвест и говорят: ребят, типа у вас есть идея, да, у нас есть деньги, давайте ее реализуем. И это было просто нечто. Мы реализовали в 2010 году самый крутой парк на то время в Украине. Осталось 1,5 дня. Еще до... Для нас это огромный опыт, и мы очень сильно переживали, когда сюда ехали, потому что скейт-парк для Simple Session это на 40% фристайл. То есть мы, когда строим скейт-парки, у нас заранее все спланировано и продумано. А здесь многое делается на месте и просто на фристайле. То есть ты берешь деревяшку, у тебя есть 2 конструкции, 2 модуля. 3 недели до нашего приезда здесь ребята собирали модули для скейт-парка. Модули. То есть это простые и сложные конструкции. Когда собраны модули, это все привозится сюда в Сокухов. И модули соединяются в цельные конструкции. Соединяются они на фристайле. Часть команды, ребята из Boston Decision, они строят вудварды. Блин, они знают все о строительстве скейт-парков, самых сложных, самых невероятно крутых. И ты просто вот стоишь такой, ты стоишь, и, блин, вот, и как же здесь правильно отрезать, что надо сделать? Эй, Мэтт, can you help me? И Мэтт приходит и просто тебе помогает. Не то, что помогает, он не просто рыбку тебе словил, он научил тебя ловить рыбу. Он просто взял и порассказал тебе, как это правильно сделать. Через полчаса я сделал то же самое. Ну, это просто невероятно. Это такой самый первый, наверное, международный опыт. Я вынес для себя определенный опыт в строительстве и понял, что нет предела совершенства. Надо всегда развиваться в любом деле. Неважно, катаешься ты или строишь, всегда можно сделать лучше, видя, как работают ребята с Америки, как работают ребята с Эстонии. Всегда можно чему-то научиться, поделиться опытом, и, понятное дело, развитие, оно бесконечное. Я увидел, что это изнутри, как это все делается, как это все подгоняется, все совсем по-другому, потому что здесь даются тупо детали, вот 2 детали, которые нужно соединить, и они совсем не подходят друг другу. И их нужно тупо подгонять друг другу, и все. Очень прикольно смотреть за другими ребятами, которые тоже строят, у которых уровень постройки намного выше, например, те же америкосы. Трент, Аарон, Мэтт, чувак, как они это делают? Ну вот просто смотрят, у них один карандаш, уголок и все. И вот они дальше это все. Может, еще, наверное, надо было в школе учиться, там немножко геометрию, вот такое, а типа, может, было полегче. А так приходится на ходу это все схватывать. Сложнее мы ничего не делали. Это самый сложный проект, который мы реализовывали. Right now, vision mixing director, graphics operator, sound guy, also the engineers for the cameras, 2 EVS operators, script supervisor, producer, I think approximately 15 people in the OB during the main broadcast. We are working with 15 cameras, 4 wireless cameras which are moving on the ground, crane cameras plus Steadicams, and there are also super slow motion cameras, 150 frames right now. It will be live on, I guess, 3 different countries, even in USA. The Red Bull TV is showing that as a main program, and also our Estonian channel 12 is showing that on live too. Вообще для меня Simple Session это не просто мероприятие, это некая мечта. Не каждый райдер из Украины может просто так приехать и участвовать в этих соревнованиях. Этого уже нужно добиться. То есть я сейчас участвую в топ-50 стритеров мира.
ну, грубо говоря, потому что всех этих райдеров либо пригласили, либо же они прошли отборочный тур. Самое сложное было вернуться в спорт, когда я получил травму колена, и самое сложное было то, что все спонсоры, все, что ты нарабатывал более 10 лет, просто в определенный момент просто пропали. О, чувак, сори, блин, нам так жалко, что ты упал. Ну ничего, stay strong, ты сильный, вперед, ну и на этом все. Самый высокий уровень среди райдеров, я считаю, что Австралия, Америка, и все потому, что отношение самого государства к этим ребятам совсем другое. То есть, если люди видят на улице какого-то райдера, который едет и делает какой-то трюк, все хлопают, говорят: вау, чувак, ты крутой, you so handsome, там, я не знаю. Ну, короче, отношение людей к этому спорту очень серьезное. За счет этого строятся глобальные скейт-парки, на которых можно тренироваться без травм, с поролоновыми приземлениями, с резиновыми приземлениями. И они уже сюда приезжают, они уже с программой приезжают, отработанные в своих, так сказать, бэкьярдах, каких-то локальных скейт-парках. То есть здесь для них уже это не новшество. Для этого есть ребята, которые настроят скейт-парк, ребята из Dream Park. Мне помогли сюда попасть, просто так, без каких-либо условий, сказать: ну, чувак, я хочу, чтобы ты сюда поехал. Мы тут строим парк, мы помогаем ребятам, мы приедем им на подмогу, 4 суток не будем спать. Ну и плюс еще тебе поможем приехать, потому что если мы строим, ну почему от Украины никто не должен приехать поучаствовать, если у тебя, возможно, есть шансы оказаться там, в топ-12. Мое желание именно попасть в финал. Дальше не знаю, вот просто по кайфу откататься и попасть в финал. Все. А на мышцы забились, я дальше не смог. Плохо вторая, да, была? Финал не пропустим. Возможность попасть сюда, а потом выиграть здесь. Здесь же проходит квалификация, и потом лучшие из лучших попадают в финал и становятся чемпионами мира в своей категории. Ну, там, BMX Street, BMX Park, скейтбординг. Ну, это невероятно, это реально, это для экстрим-индустрии невероятное событие. В этом деле нету такого, что от одного человека зависит все. Когда уже есть команда, она сформировалась, зависит здесь все от каждого. Каждый по чуть-чуть, и в целом вырисовывается картина. Это такой заряд энергии, который нужно разумно и правильно направить. Вот. У нас очень много работы, у нас невероятно ищем труда. Мы должны проделать огромный. Все, что мы уже сделали, это просто капля в море. Незачем рассусоливать. Встал, пошел и сделал. Все.